Ребятки, всем привет! Я хочу сказать о том, что наше путешествие в Венецию было спонтанным. Мы решили отметить мой день рождения где-то в Европе. Так вот, тур мы заказали, внесли предоплату и ждали 1 числа. Мы ехали через турагентство, которое называется Wolf Trip. Сайт турагентства, страничку Instagram и страничку Facebook турагентства я оставлю обязательно под этим роликом. Наш выезд был из города Познань. По дороге в Венецию мы пересекли несколько границ. Это была Чехия, Австрия и Италия. Когда мы въехали в Италию, то увидели эту красоту, и я просто не могла не заснять восход солнца. Автобус был комфортным, удобным, были кондиционеры, розетки и туалет. Куратор Анастасия рассказывала нам интересные истории из своей жизни и из туров, в которые она ездила. Ну а как мы провели выходные, обязательно смотрите дальше. Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня влог из Венеции. Как вы видите на эту красоту, я буду вам рассказывать интересные факты о Венеции и также расскажу, какие места стоит посетить в этом городе. Венеция – самый романтичный город Италии, построенный на воде. Больше всего он похож на гигантские декорации, воздвинутые для знаменитого карнавала, который уже 10 веков проходит тут в начале февраля. В нем все не настоящее, вместо улиц каналы, вместо автобусов моторные катера ваперетта, вместо автомобильных гудков крики чаек, залетающих с Адриатики в Венецианскую лагуну. Венеция входит в число самых знаменитых, необычных и красивейших городов мира. Венеция построена на 122 островах, объединенных 400 мостами, перекинутыми через 160 улочек. Исторический центр разделен на 6 кварталов: Сан-Марко, Дорсодуро, Сан-Поло, Санта-Кроче, Каннареджо и Кастелло. Главной транспортной артерией города является большой канал – Гранд-канал. Венеция также знаменита своим муранским стеклом, красивыми пляжами курортного городка Лидо и единственным в мире казино, попасть в которое можно лишь только на катере или гондоле по воде. Запрещается бросать или оставлять мусор в общественном или открытом для публики месте по всей Венеции. Штраф от 100 до 200 евро. А знаете ли вы, что по прогнозам ученых буквально через какие-то 80 лет эта жемчужина Италии, внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, может полностью исчезнуть с лица Земли? Мы сейчас находимся в самой узкой улочке в Венеции, и еще вы можете встретить белье, которое развешивают итальянцы. Это у них уже как традиция. Из пригорода до центра Венеции мы добирались поездом. Поезд занял приблизительно полчаса. После этого сразу по прибытию началась наша увлекательная двухчасовая экскурсия в сопровождении русскоязычного гида. Продвигаясь улочками, по которым некогда ходил обаяшка Казанова, мы бесперестанно любовались видами, ежеминутно открывающиеся с многочисленных мостиков, под которыми проплывают изящные гондолы, которыми управляют местные венецианцы, входящие, кстати, в число самых богатейших жителей города. И хочу вам сказать, что профессия гондольера передается только от отца к сыну. Венеция по-своему уникальный город, и здесь нет наземного транспорта. Все передвигаются по воде, в основном на гондолах, лодках и катерах. Если же вы хотите прокатиться на гондоле, вам это обойдется приблизительно 60 евро. Ну а если вы хотите сэкономить денежку, вы можете прокатиться на водном трамвайчике, который стоит всего лишь 8 евро. В Венеции запрещается передвигаться на велосипедах, даже если вы только катите его. В историческом центре Венеции штраф 100 евро. Самый старинный и живописный рынок Венеции находится в центре.
Он открыт до обеда. Рано утром сюда приплывают рыбаки и продают улов с лодок. Свежайшие морепродукты, сочные фрукты и овощи по самым низким в Венеции ценам. Рядом с рынком расположен самый старинный венецианский ресторан, который называется Poste Vece, открытый в 1501 году. Наша экскурсия закончилась на набережной, а далее мы отправились плавать на катерах по морю. Цена поездки составила 25 евро с человека. Катер небольшой, вмещает в себя приблизительно 8 человек. Внутри катера 3 диванчика, где могут расположиться абсолютно все. Но так как была погода прекрасная, мы все наслаждались этой красотой снаружи. На катере мы катались приблизительно 40 минут, и все это время я просто не могла перестать улыбаться. Мы плыли по главному Гранд-каналу, проплывали несколько известных мостов. По пути встречали небольшие лодки и гондольеров. Несколько слов о валюте в Венеции. Поскольку Венеция входит в состав Евросоюза, единственной валютой этой страны является евро. Даже в таком городе, как Венеция, есть свои собственные такси, но эти такси также на воде. Хочу еще добавить заметку, что в каналах купаться нельзя, штраф 500 евро. И вы обязательно, если будете в этом городе, должны прокатиться или на катере, или на гондоле. Но лучше выбирайте катер, потому что вы так намного больше увидите. И увидите Венецию со стороны моря. Я вам хочу сказать, что Венеция на суше и Венеция на воде — это совсем два разных города. И во время прогулки на катере нам еще выдали вот такие вот приборчики с наушником и рассказывают интересные истории о Венеции. По водным просторам на маршрутном теплоходе всего лишь за 10-15 минут вы сможете доплыть до острова Мурана, родины знаменитого на весь мир венецианского стекла. А вот соседний остров Бурана с его разноцветными домиками и веселенькими ухоженными двориками – это настоящее царство кружев. В этой поездке у нас не получилось посетить ни один из островов, так как было очень мало времени. Но в следующий раз я надеюсь, что у нас это обязательно получится. После того, как мы немножечко покатались по городу, нас решили вывести за город, и мы уже в открытом море. Катер уже так разогнался, я не знаю, какая была скорость, но брызги Адриатического моря я ощущала у себя на лице. Если посмотреть вдаль, было видно несколько островов.
И после таких позитивных эмоций мы причалили к берегу и решили перекусить. В этих узких улочках вы можете встретить магазины, где будут продаваться венецианские маски. И можете наблюдать за мастерами, которые делают это все вручную. Но на самом деле достаточно одного взгляда, чтобы понять качество этих масок. Если же вы хотите оригинальную венецианскую маску, то вам нужно ее хорошо рассмотреть. Оригинальная маска не ломается, так как она сделана на основе папье-маше и марли в несколько слоев. Какие же сувениры стоит привезти из Венеции? Карнавальные маски. Второе – венецианское стекло. Также кофе, оливковое масло, паста, сыр. Традиционные покупки – одежда, сумки, обувь, венецианское кружево, гобелены и пледы, антикварные изделия. Опять же, гуляя по узким улочкам, мы увидели несколько интересных ресторанов, но некоторые из них были уже закрыты. Поэтому мы зашли в ближайшую пиццерию. Недалеко от центра мы нашли небольшую пиццерию, и наконец-то я попробую свой первый итальянский аперо. И я хочу вам сказать о том, что во время коронавируса очень мало туристов, поэтому пока есть время, приезжайте в Венецию. Вот и принесли мне первые спагетти из каракатицы. Сейчас буду пробовать. Я хочу вам сказать, что я начала есть пасту, но Славик меня отвлек и сказал, что пицца офигенная. И я с ним согласна, пицца просто супер. Мы брали капричиос. Она идет с беконом, с грибочками, с сыром, томатная паста и артишоки. Пицца очень сильно отличается от той, которую мы едим постоянно. И по поводу спагетти. Вкус необычный. Здесь, кроме спагетти, как вы видите, есть еще кусочки каракатицы и украсили базиликом. И еще хочу вам одну заметочку сказать, что настоящий аперо подается с оливкой и долькой лимона. Если вам подали аперо без оливки и лимона, это какой-то разводняк. В некоторых общественных заведениях, например в ресторанах, казино и театре, предусмотрен особый дресс-код. Подберите подходящую одежду, иначе вас могут не пустить внутрь. Хочу еще вас предупредить, что когда вы будете в Венеции, обязательно держите телефоны с полной зарядкой, так как вы можете заблудиться в этих узких улочках и не найти обратно дорогу. И вам в этом случае поможет навигация. По пути домой мы заглянули в несколько супермаркетов. Конечно же, я не могла уехать из Венеции без вина. Мы взяли 2 бутылки красного вина и 1 бутылочку белого. Также мы купили несколько интересных магнитов, а на все остальное у нас просто не хватило времени. Ребята, вот и подошло наше путешествие к концу. Я показала вам то, что я сама увидела всего лишь за один день. Если вы собираетесь сюда приехать, обязательно приезжайте на 2-3 дня минимум, чтобы вы посмотрели как можно больше интересных мест. Я надеюсь, что в будущем мы будем с вами посещать как можно больше интересных стран. Обязательно пишите в комментариях, какую страну вы бы хотели увидеть на моем канале. Я постараюсь поехать, посмотреть и снять для вас новый ролик. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Обязательно ставьте пальчик вверх. Также не забудьте подписаться на мой канал. Ну а мы с вами уже увидимся в следующем ролике. С вами была ваша Аня. Всем пока.